Здравствуйте. Меня зовут Александр Малинин, и я режиссер короткой комедии, которую вы сейчас увидите. Прошу не пропускать данное предисловие, потому что тут я расскажу о нескольких очень важных нюансах. И на самом деле я не хотел снимать это предисловие, я хотел сразу показать фильм, но когда я показывал фильм моим родителям, кое-какие сцены, как к тестовой аудитории, они довольно сильно его раскритиковали, считая, что отношения детки с бабкой не очень хорошие, то, что детка очень грубо относится к бабке. И хоть мою суть вроде поняли многие мои друзья, для других таких зрителей, которые тоже не так интерпретируют сюжет, и немного им покажется это как-то оскорбительно или так далее, чувствительным людям, или просто тем, кому будет непонятен мой замысел, я сейчас объясню, чтобы никто не обиделся и чтобы все поняли. Смысл не в том, что... И я не хочу, на самом деле, опять же, рассказывать про шутку, потому что шутка смешнее, когда она возникает внезапно. Но если она, опять же, не будет понятна, то это, наоборот, может привести к худшим последствиям, и поэтому я расскажу сейчас. То, что детка оскорбляет бабку, и он, разумеется, ее оскорбляет ласково, но такими смешными, там я всякие необычные, экстраординарные какие-то такие слова выбрал. Смех, разумеется, исходит из того, что вроде детка этот бабку любит, и бабка тоже этого детку любит, как и по сказке, но в отличие от сказки, это не просто какие-то такие обычные отношения, как между двумя героями, как всегда в любой это. Тут очень странные, необычные, непонятные отношения. То, что вроде дедушка противоречит самому себе. То, что он говорит вроде то, что ласково, так с ней хорошо, и в то же время постоянно ее какими-то странными словами смешно, так смешливо обзывает, как бы. Я сделал так, чтобы отличалось от сказки, и вот небольшой такой юмор тем, как все это странновато. Но, разумеется, многие, к сожалению, не поняли. И во-вторых, второй нюанс хочу отметить, то, что... Я думал, что это достаточно понятно сделал, но, опять же, моя мама неправильно это поняла, а значит, другие тоже могут понять неправильно, и потому я сейчас объясню. То, что бабка живет в подвале, это не потому, что там детка ее запер в подвале или что-то такое, это не потому, что там он ее что-то держит, нет, это, опять же, это сказочные персонажи, это необычные персонажи, которые живут необычными жизнями, и я показываю это на протяжении всего фильма. И вот здесь мы видим, что бабка живет в подвале, и это смех именно из-за того, что вот как это она живет в подвале, почему она решила там жить, но это она там живет, ее там никто не запер, она там живет, и это, разумеется, показывает персонажа бабки. Так что, надеюсь, это я объяснил. И в-третьих, перед тем, как мы начнем фильм, который, я надеюсь, вы уже хотите посмотреть, но подождите секунду, я вам объясню вот что. Это никто не подметил, но это я на всякий случай так скажу, потому что все-таки мне это показалось после своего тест-просмотра самого, что именно такая проблема может быть. Когда бабка, разумеется, ходит, и она ходит так странно, она ходит необычным образом, она ходит как-то даже как инопланетянин, это, опять же, я не смеюсь никогда над пожилыми людьми или людьми в возрасте, я очень уважаю всех людей. Это, разумеется, никогда такого смысла не было, но он, возможно, возникнет, потому что такое. Это просто показать, что бабка очень странный, необычный, какой-то непонятный, такой загадочный персонаж, и из этого, опять же, выходит вся комедия. Ну, а теперь, надеюсь, я все объяснил, надеюсь, ни у кого проблем не будет, и прошу, начинайте фильм. Доброе утро, Россия! Как у нас тут дела? Коровы, доброе утро, овцы, как у вас дела? Надеюсь, все клево. Так.
Бабка! Да. Что ты там хорошо себя чувствуешь? Воздуха хватает? Да клёво все, клёво. Живешь у нас в подвале, надеюсь, все у тебя хорошо. Ты мне там говори, если чего-то не хватает. Я пойду на гору сгляну. Да? Ну что ж, посмотрим, что нам урожай в этом году дал. Что у нас? Давайте-ка посмотрим. Не может такого быть. Не. Ну как так, нет. Постоянно что-то сажал. Круглые сутки, зерна, какие-нибудь семечки, тыква, мангустины, шелковица, ирга, жимолость, все время что-то сажал. И ни разу ничего не выросло. А тут бац! И репка, словно великан. Нет, ну так дело не годится. Ну что ж, репка, будем тебя из земли тогда вытаскивать. Давай вытягивайся, репка. Нам с бабкой нужен хороший урожай на зиму. Хорошее все нам. Я практически твой отец. Я тебя вырастил, я тебя посадил, семечко. И это твоя благодарность. Ой, как же больно я ударился. Ужас какой-то. Бабка, моя дорогая, бабка моя, моя любимая, моя драгоценная, как же я рад тебя видеть. Обычно я тебе, твоему присутствию, не очень сильно рад, но сегодня исключение, сегодня ты мне очень нужна, сегодня я благодарю тебя за то, что ты пришла, потому что у нас проблема. На нашем огороде поселилось, ну точнее мы вырастили, существо хуже тебя. Я вообще не думал, что возможно такое. Репка. Эта репка полный мошенник, конечно. Так что тут без помощи такого бездарного клоуна, как ты, не обойтись. Короче, бабка, моя замечательная чучело, мое замечательное пугало, моя любимая катастрофа, моя замечательная. Слушай, план такой. Мы берем, подходим к репке. Я хватаюсь за эту бесстыжую, отвратительную репку, которая хуже тебя, очевидно. Ты хватаешься за меня, и мы вытягиваем ее из земли. Бабка! Давай, поторапливайся, моя дорогая пиявка. Мой любимый цирк с конями. Бабка! Иди сюда. Вот это безобразие, из-за которого весь сумбур. Я, если что, сейчас не о тебе. Ты меня прости, бабка. Я потом тебе тоже так поговорю. Ну вот эта репка. Ну что ж. Пошли вытаскивать ее из земли. Не. Бабка, ну так, моя дорогая, мой мухомор любимый, мой мухоморчик, так не годится. Живем с тобой 95 лет, а ты все это время в маске, оказывается. Я твое настоящее лицо не видел? Нет. Да, даже я соглашусь.
Честно вам скажу, если бы я сразу знала, что вы выглядите так под этой маской, то я бы позволила вам с деткой вытернуть меня из земли, потому что, конечно, это вот смотреть на все это как-то... Ты молчи! С тобой потом еще разберемся. Внучка, я самая прекрасная, чудесная и классная. Я лучше всех на свете. И мной восхищаются и взрослые, и дети. Красиво, как жар-птица, прекрасно, как царица. И я вообще такая. Здравствуйте. Бабка, детка. Внучка моя любимая, моя драгоценная, моя дорогая, моя милая такая современная модница. Я б тебя по имени назвал, но не помню, как тебя зовут. Давай, иди сюда. У нас с бабкой серьезная проблема, мы уже давно пытаемся ее решить, но вдвоем у нас совершенно не получается. Репка. Не, вы это, ребята, уж без меня, потому что меня тут пригласили на собеседование, у меня тут полно вещей, надо переписываться, звонить. Не, это вы без меня. Чё? Дай сюда! Нет, стой! Эту современную технологию. Вот мы, бабка с деткой, покупаем тебе новейшие технологии 2021 года. А ты в ответ нам даже репку не можешь помочь вытащить. Нет. Потянем, вытянуть не можем. Внучка! Who let the dogs out? О, жучка, моя любимая жучка моя. Ой. Что тебя бабка не кормит? Ой, какая плохая у нас бабка-то. Ты не кормит тебя, а ты голодаешь, моя маленькая. Да не хватает моих сил. Нет, не могу. Нет, жучка, дорогая моя, разочаровала деда, разочаровала. Я-то думал, вытянешь нам, наконец, репку, все будет хорошо, как по маслу пойдет, а ты ничего не вытянула, нет. Зачем я тогда всегда трачу все свои деньги, вожу тебя в этот дорогой фитнес-центр вместе с внучкой, боксерские перчатки, мышцы, если ты ничего... Нет, все, отменяется. Никаких больше ни энергетических напитков этих, ни шоколадных батончиков, все. Из рациона вычитается. Ой, какая ты грустная. А кто нам репку не вытащил, а? Детка, ну и что мы будем делать теперь? Да у меня просто отличная идея, бабка. Давай пригласим кошку. Кошки, они же знаешь, какие хитрые. Они такие умные. Это все, мышек-то ловят как. Так что мне кажется, кошка нам поможет. Смотрите. Мышка? Не, что-то тут не так. Что-то не по плану идет. Вроде ж кошка должна была быть. Где кошка, мышка? Я кошку съела. Нет, мышка так не годится. Как это ты кошку съела? Ну как? Ну, вот что это? Нет. Ну, впрочем, это уже не важно. Тут важно, что будем есть мы, собственно говоря. А мы хотим есть репку. А репка хуже всех остальных. Все время растил репку, нормально все было. А эта репка совершенно иная, другая. Она не хочет выходить из земли. Помогай нам, мышка. Возможно, ты наша последняя надежда. Ребят, тут не надо париться.
Выход прост. Нам нужна лишь бензопила. Не надо, стойте, не надо. Блядь!